Всем привет! Астрагал – это обширный род растений семейства бобовые. Среди его представителей встречаются травы, кустарники, полукустарники. Они распространены по всему земному шару, но большинство видов формируется в зонах с умеренным климатом в России, Казахстане, Средней Азии. Во времена скифских племен растение получило имя трава бессмертия. Его применяли для лечения вождей и представителей высших сословий. В древних сообществах верили, что оно способно раскрыть секреты вечной жизни, излечить тяжелобольных людей, омолодить, придать сил и смелости, избавить от бед. Целебные свойства астрагала активно изучали в середине 20-го столетия советские ученые. На его основе разрабатывался эликсир молодости для верхушки коммунистической партии. На Руси астрагал назывался золототысячником и упоминался в записях, которые создавал травник Ивана Грозного. Кстати, Мадрасу одни из томов своей энциклопедии полностью списал с записи этого травника. В Аненербе был организован специальный проект по траве жизни. Когда был оккупирован Крым, немецкие ученые занялись раскопками древних курганов, и им удалось найти 5 табличек золотого травника, среди которых была и табличка с астрагалом. Нашими партизанами были раскречены раскопки, которые пытались вести немцы, и о поисках травы жизни стало известно Сталину. Нашему разведчику, работающему в то время в Аненербе, было поручено собрать информацию по этому проекту. И поскольку проект курировал сам Гитлер, у Сталина он вызвал большой интерес. Тем более, что к тому времени немецкие ученые нашли в Крыму скифскую траву и начали ее изучать. Наконец были созданы препараты на основе астрагала и начались исследования. И по данным ученых результаты были фантастическими. У 93% испытуемых обезьян, принимающих препарат, начала наблюдаться стойкая положительная динамика в улучшении состояния здоровья. В 1952 году Сталин начал принимать препарат на основе астрагала, так же, как и некоторые члены Политбюро. И чем лучше становилось самочувствие Сталина, тем больше он задумывался над неблагонадежностью ученых, работающих над созданием препарата, а также неблагонадежными ему казались и члены Политбюро, принимающие препарат вместе с ним. Вождь, видимо, хотел жить вечно, но не желал видеть вокруг себя бессмертное Политбюро. Но Сталин умер в 1953 несмотря на улучшающееся здоровье, успев сослать только ученых, в том числе Виноградова, которых позже реабилитировали, а следующими должны были быть члены Политбюро. Но о скифской траве знал и Андропов, и продержался так долго с больными почками. Так стало известно благодаря астрагалу. И лекарство, изготовленное на основе астрагала, применялось для лечения большинства советских вождей, начиная с Брежнева и заканчивая Черненко. Чем полезно растение для здоровья? Астрагал активно используется в медицине благодаря ряду целебных свойств. Применяется как корневище, так и стебель. Обе части полезны для человеческого организма при условии правильного использования. Для лечения важно учитывать главную особенность. Растение будет полезно только при сборе в летний период времени. Если требуется корневище, то его нужно выкапывать по осени. Растение содержит полезные растительные соединения, благодаря чему оно может эффективно укрепить иммунную систему человека. Астрагал увеличивает выработку белых кровяных клеток в организме. Именно эти клетки защищают организм от проникновения болезненных бактерий. Астрагал часто присутствует в составе препаратов для лечения патологии сердечно-сосудистой системы. При его правильном применении происходит расширение кровеносных сосудов. Это дает возможность перекачивать больше крови. Может рекомендоваться астрагал и в период лечения раковых заболеваний. Представитель флоры помогает легче переносить химиотерапию. Некоторые побочные эффекты не появляются вовсе, а другие имеют меньшую выраженность. Особенно хорошо справляется продукт с вероятной при химиотерапии тошнотой и рвотой. При диабете астрагал помогает нормализовать уровень сахара в крови.
Особенно полезен компонент для людей со вторым типом диабета. Дополнительно растение дает возможность восстановить массу тела. Астрагал поддерживает нормальную функциональность почек, в них существенно улучшается кровообращение. Особенно полезен астрагал при протеинурии. Растение способно уменьшить проявление признаков хронической усталости. Человек справляется с сонливостью и постоянной слабостью. Дополнительно происходит снижение риска развития рака, что является существенным преимуществом. Астрагал обязательно включает в лечебный курс при течении сезонной аллергии. Он дает возможность существенно уменьшить выраженность возникших симптомов. Уже на следующий день может уменьшиться чихание и насморк, а через несколько дней они могут и вовсе исчезнуть. Главное – предварительно посоветоваться с врачом, и есть риск, что астрагал может только ухудшить состояние больного. Специалисты утверждают, что астрагал замедляет процессы старения и даже может в исключительных случаях запустить программу омоложения. Народные рецепты. Настой травы астрагала. Столовую ложку залить стаканом кипятка, настоять около часа, процедить, принимать при гипертонии по 2 столовые ложки перед едой 3 раза в день в течение 10 дней. При атеросклерозе принимают спиртовую настойку, 1 часть травы и 3 части 70% спирта по 30 капель перед едой 3 раза в день в течение 10 дней. Затем делается перерыв 2 недели и снова принимают 10 дней. Не забывайте перед лечением лекарственными травами обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Для женщин в народной медицине трава астрагала используется для лечения бесплодия. Препараты на основе этого растения применяются в комплексе с другими лекарственными средствами. Астрагал помогает при гормональных сбоях, восстанавливает функцию яичников. Астрагал укрепляет и восстанавливает кровеносные сосуды. Помогает при варикозном расширении вен, снимает отечность, выводя излишки жидкости. Для мужчин. Мужчинам стоит обратить внимание на эффективность астрагала при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Он оказывает гипотоническое воздействие, снижает давление и нагрузку на сердце и сосуды. В результате уменьшается риск инсультов и инфарктов. Астрагал улучшает микроциркуляцию крови в органах малого таза. Это помогает предупредить развитие заболеваний мочеполовой системы и улучшает репродуктивные возможности. Для детей. Детям следует давать препараты на основе астрагала с осторожностью. Биологически активные вещества, входящие в состав этого растения, могут вызвать аллергические реакции. Не рекомендуется детям до 5 лет. Детям старшего возраста астрагал можно давать после консультации с педиатром. В чем вред астрагала? Нельзя забывать и о существующем вреде. Не применяется растение при наличии беременности или вскармливании грудью. В ином случае оно может вызвать сильную аллергическую реакцию у малыша или матери. Категорически запрещено использовать астрагал тем людям, которые имеют непереносимость веществ, входящих в его состав. Желательно перед применением проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний. С особой осторожностью растение назначается людям, которые имеют гипертонию. Перед приемом нужно учитывать противопоказания. Какие еще полезные рецепты вам известны? Оставляйте комментарий, делитесь видеороликом с друзьями и знакомыми. Спасибо всем, не болейте!